Привет, симпатяги! 23-й год подходит к концу, и для нас, игроков, он был чертовски жирным на крупные релизы. Только в начале года мы уже получили 2 ремейка на классику хоррор-игр, которые получились весьма достойными. А одна так и вообще один из поводов для данного видео. Также долгожданная игра для всех, даже для тех, кто геймпад не держал в руках Hogwarts Legacy, и до ее выхода я был уверен, что она будет в номинантах на GOTY. Но после ее прохождения эта мысль у меня отпала. Еще можно вспомнить такую прекрасную игру, как Hi-Fi Rush, которая появилась как гром среди ясного неба. И я надеюсь, что она сможет взять какую-нибудь награду. И в этом году, а если точнее, то в феврале, мы наконец смогли не только услышать или увидеть очередные новости по ней, но и пройти саму игру со знакомым для нас колоритом, которая, на мой взгляд, была все же хорошей. И это, конечно, Atomic Heart, который вдохновлялся многими другими играми, но все же получился самобытным и интересным в какой-то степени. Как ни странно, но и соус-лайков выходило в 23-м на любой вкус. Как классических, так и двухмерных. И неудивительно, что прошлогодний GOTY показал, что компиляция идей с предыдущих частей может быть весьма успешной для массового геймера. Любители виртуальных драк получили продолжение популярных файтингов, таких как Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1. В этом году я пропустил Mortal Kombat, так как мой интерес остановился на 9-й части. После нее другие казались уже чем-то менее зрелищным и не таким фановым, чтобы играть в нее с друзьями под пенной и закусывая желтым полосатиком. Но вот Street Fighter 6 смогла зацепить меня на пару вечеров. На мой взгляд, она получилась интересной, но не так, чтобы заставить меня проводить в ней время больше, чем на 2 недели. Вспомнить можно также и Star Wars Jedi Survivor, и Dead Island 2, и Starfield. Неоднозначные проекты, которые по-своему хороши, но все же не оправдались. Но если джедаи были отвратительно оптимизированы вторичным в своем роде, то Dead Island 2 для меня оказался разочарованием года. И имея потрясающие дамаг модели, быть настолько неинтересной и не вовлекающей, но это надо было постараться так сделать. Но все же они нашли своего геймера и относительно были тепло приняты критиками. Но вот обычные геймеры не сильно поняли, а за готовый ли продукт они платили. Конечно, в этом году выходило намного больше игр, чем я озвучил, и многие заслуживают внимания. В разных жанрах игроки могли найти то, что может зацепить, и проводить в них время по кайфу. Но я не представляю, кем надо быть, чтобы успеть пройти все игры, вышедшие в этом году. И большинство в основном обращает внимание на те самые хайп-игры, которые разогнали этот локомотив виртуальных развлечений до конечной станции. И это станция The Game Awards. Мы наконец узнали номинантов на GOTY 23. Вот они, лучшие из лучших. Миллионники, которые нашли свою аудиторию. Ладно. На самом деле все не так хуёво, а наоборот. Мы получили самые высоко оцененные в этом году игры. И давайте посмотрим на эти проекты. Хотя настоящая гонка будет, скорее всего, только между 2 номинантами. В последнее время The Game Awards стало значимым событием для игровой индустрии, где взор обычных геймеров падает на их любимые проекты, за которые они голосовали не только голосом, но и своим кошельком. А разработчики собирают овации публики и награды, которые подтверждают их труд. Но если раньше сообщество гиков-геймеров, которое любило нажимать на кнопочки и управлять виртуальными модельками, было чем-то весьма закрытым и не столь популярным, то теперь это изменилось. На ежегодное событие приходят различные мировые звезды кино, музыканты и певцы, актеры озвучки и моушен кэпчера. В саму индустрию и данное событие добавили той самой голливудской изысканности, но если честно, местами все это выглядит так, что некоторые вообще не понимают, что это за сообщество графодрочеров и какого хуя там вообще происходит. Так как хотелось этого или нет, игры все равно остаются и скорее всего будут оставаться для тех самых ценителей, ну то есть для нас, геймеров. И только мы с вами ждем на этом мероприятии новых анонсов и трейлеров. Но предлагаю долго не обсуждать о самом событии и его мемности. Давайте посмотрим на главных номинантов GOTY 2023. It's me, Mario! Начну, пожалуй, с самых слиперских номинантов и пойдем по возрастающей, на мой взгляд. И первым будет Марио. Какого хуя он там делает, я лично не знаю, ибо будем честны, ей место в самой семейной игре. И да, такая номинация есть. На мой взгляд, даже Starfield было бы конкурентнее добавить номинации, чем эту игру. Так как у Nintendo есть уже один номинант. Но пускай. Постараюсь этот аргумент потом развить в свою другую мысль. В общем, что можно сказать про Марио? Да, в общем-то ничего. Конечно, фанаты могут прийти и рассказать мне про 1001 нововведение и почему это GOTY, но я таким людям встречно посоветую попробовать поиграть, например, другие игры. Так что не будем заострять на этой игре внимание, так как она его не стоит номинации на игру года. И следующая игра не для всех, и не просто для геймеров, а для ценителей запутанных остросюжетных историй, где геймплей не самое главное. Игра для ценителей атмосферы и загадочности, пропитанная различными отсылками, где на каждом шагу ты можешь задуматься, а не СПГС ли это все. Хоррор новой школы, которая обволакивает игроков авторским видением, долгожданный паранормальный детектив от Сэма Лейка, где Remedy выстраивает свою метавселенную. Несомненно, постмодернизм игровой индустрии, игра для умных, где ты можешь почувствовать себя тупым, но решив все
загадки и раскрыв смыслы, поистину можно ощутить целостность истории, и если пройти все предыдущие игры от Remedy, то игра может понравиться еще больше, так как игрок сможет замечать различные детали в основной истории. Геймплей — это улучшенная версия первой части, где самих перестрелок стало меньше, но качество их стало лучше. А насколько? Каждый игрок решает сам этот вопрос, так как теперь не обязательно участвовать во всех экшн-сценах, теперь можно просто убежать, как это было в Silent Hill. Также появилась детективная линия, где можно ощутить себя настоящим детективом с помощью чертогов своего разума, где можно проводить линию ответов на поставленные вопросы. Если тебе нравится Twin Peaks, а также детективные фильмы, то играя в Alan Wake 2, тебе будет приятно наблюдать за атмосферой хоррор-стори. Несомненно, номинант на игру года, но, как я говорил ранее, игра не для всех, а значит и не игра года. Далее я бы хотел поговорить про Человека-паука 2, но я думаю, что его направленность на массового геймера и оставаясь самым популярным супергероем, точно обойдут Resident Evil 4. Поэтому давайте рассмотрим этого номинанта. Come back anytime. Когда я проходил четвертую часть на PlayStation 2, для меня она была не столь страшной, чем скорее жуткой. И ремейк сохранил этот эмоциональный идейный тон всего произведения. Благодаря саунд-дизайну я просто вернулся на 19 лет назад. Почти все было то же самое, только в 2 раза гуще и вкуснее. Геймплей проработали, и теперь ощущается динамичнее и свежее. Я считаю, что Capcom удалось передать нынешним геймерам то, что мы испытывали в оригинале. Да и тем, кто играл в оригинал, 4-й Resident был словно подарок на день рождения. История не поменялась под весом текущих норм и тенденций. Все же японцы остаются адекватными даже под натиском различных правил нашего времени. И спасибо им за это. Это увлекательный аттракцион, который от начала и до самого конца не сбавляет скорости и дает тебе в руки тот самый игровой процесс, который важен в видеоиграх. И казалось бы, что в этом особенного? Это же база. Ну так вот, Capcom ее и выдал. Однозначно, на мой взгляд, одна из 2 реиграбельных игр, которые будут заставлять меня перепроходить ее снова и снова, как это было с оригиналом. Да и по мнению немногих, однозначно игра года. Но все же, если бы в этом году не было таких сильных конкурентов. Так вот, Человек-паук 2. Тот же самый паук, только уже не один, а целых 2 паука в открытом доступе. Игра сделана для западной аудитории, под правила и социальные нормы исключительно американского социума. Все, что не любят у нас и уважают там. Зрелищно ли это? Да, зрелищно. Плохая ли эта игра? Конечно нет. Для фанатов она будет отличная игра, которая дает возможность поиграть за любимого персонажа из детства. Тем более эксклюзив PlayStation, который сделан по каркасу многих игр от Sony. Имея в виду, что в сюжете есть драма, 3 телеги экспозиции и большой открытый мир, по которому интересно перемещаться за счет новой фичи — Wingsuit. Но по большей степени мы это все уже видели, причем и несколько раз, только теперь в более красивой обертке. Для игровой индустрии это не шедевр. Просто отличная игра про супергероев, которая даже не лучшая игра про супергероев. Все же, каким бы ни был хуевым Batman Arkham Knight на релизе ПК-обладателей, но сама игра намного мощнее, и это стандарт, к которому нужно стремиться играм по челикам, одетых в трико и бронекостюмы. Но это не отменяет все заслуги перед Insomniac. Я не знаю, на каких условиях их купили Sony, но то, что они выдают чуть ли не каждый год отличные игры, заставляет задуматься, а хотят ли вообще жить их сотрудники? За это хочется пожелать им здоровья и успехов в следующей игре. Но я сомневаюсь, что она возьмет игру года, так как первая часть взять ее не смогла, а вторая-то и подавно это не сделает, даже оставаясь массовым продуктом для большой аудитории. Ну вот, мы пришли к Титанам, к самой настоящей битве, и давайте будем честны, если вы думаете, что выиграет какая-либо игра, которую я озвучил ранее, то, ребят, камон, ну снимите уже розовые очки. Пожалуйста. Ибо эти 2 игры самые успешные в этом году. Которая одна — это игра Феномен, а вторая — это многолетний тайтл с миллионной фанбазой. Да, речь идет про Baldur's Gate 3 и Legend of Zelda Tears of the Kingdom. И честно, я не могу говорить про них как-то по отдельности, так как если в конце этого года я был на 100% уверен, что Zelda возьмет все награды и будет игрой года, так как она была самой ожидаемой игрой по версии ТГА, то теперь я не уверен, если честно. Ситуация заставляет задуматься. Тем более, что Breath of the Wild уже была игрой года, и кто бы что ни говорил, но Tears of the Kingdom сделан на том же движке, что и своя предшественница. А значит, игроки уже получали примерно похожий опыт. И второй раз уже не прокатит. И тут я понимаю, какая у Nintendo охуенно большая платежеспособная фанбаза на родине и по всему миру, и вообще, насколько она своими family-friendly играми захватила мировой рынок. Только представьте, за первые 3 дня новая Зельда продалась тиражом более 10 миллионов копий. Лариан со своей Baldur's Gate 3 потребовалось 2 недели, чтобы продать 5,2 миллиона копий. И даже на этом моменте можете имаджинировать, что у Tears of the Kingdom в почти 2 раза больше потенциальных голосов. И кстати, вы сами можете принять участие в голосовании, и быть может ваш голос повлияет на общий исход.
Я не буду давать свои впечатления по этим двум играм, так как уже весь интернет сделал это давно. Я хочу порассуждать о противостоянии этих номинантов. Так как говорил ранее, я до последнего момента был уверен, что победит Nintendo. Но вот этот мув пошатнул мою уверенность. Недавно, на прошедшей Golden Joystick Awards, Baldur's Gate 3 забрала 7 наград из 8 номинаций. Пиздец, вот это куш. Свену Винке могли бы хотя бы пакет дать, ибо мужик точно не собирался столько выносить наград. То, что сделали Лариан, конечно, заслуживает уважения, и те все, кто хотел попробовать поиграть в D&D, теперь не придется искать себе единомышленников, чтобы отправиться в приключения на десятки часов. Несомненно, игра заслуживает внимания для каждого геймера. Но и новые приключения Линка могут отправить в те же путешествия, и причем для более широкой аудитории, не боясь, что ваш ребенок захочет переспать с рогатой женщиной. Он для этого, по крайней мере, должен подрасти. И делая все эти выводы, я все же склоняюсь к своей первой мысли, что победит Legend of Zelda Tears of the Kingdom, так как она продалась лучше, рассчитана на все возраста. Как ребенок ты получишь потрясающий опыт, который подарит много впечатлений, а для взрослого геймера поможет вернуться в то самое время, когда у тебя не было игровой импотенции и игры приносили радость. Поэтому я считаю, что Готи был известен еще на той The Game Awards. Хотя я буду приятно удивлен, если все же выберут Baldur's Gate 3, ибо игра в таком жанре, а точнее игра, сделанная на творческом энтузиазме, еще не брала игру года. И поэтому я не вижу смысла давать Зельде игру года, если она и так уже брала эту награду раньше с таким же кор-геймплеем, но отрицать того, что она великолепна, нет смысла. Понимаю, что у многих может быть другое мнение по этому поводу, и это отлично. Ну что же, номинанты разобраны, да и прогнозы сделаны. Я не собираюсь в дальнейшем выпускать новостные видео, но хочу взять в традицию выпускать видео такого плана на следующие The Game Awards. Еще хочу все же обсудить с вами потенциальные громкие релизы на следующий год, так как со слов инсайдеров в следующем году выйдет Росомаха от Insomniac. И честно, думаю, что им бонусную часть зарплаты энергетиками выдают. Так как делать столько релизов для PlayStation и не сойти с ума, надо иметь сильную любовь к жизни. Также планируется релиз продолжения Death Stranding, который я на самом деле жду. И походу все. Но это если верить слухам инсайдеров. Все же если посмотреть календарь релизов, то нас может встретить Star Wars Outlaws, которая на данный момент выглядит симпатично, из менее популярных Persona 3 Reload, а также долгожданный Stalker 2. Ко всему не стоит забывать, что новая часть метро незаметно, но верно имеет уже готовый рабочий билд. И возможно еще могут возникнуть неожиданные релизы, о которых мы сейчас забыли или же не знаем. Посмотрим, что нам покажут на The Game Awards. Красавцы, красавицы, надеюсь, вам понравилась данная тема видео. Можете поставить палец вверх, если хотите меня поддержать. Также можете подписаться, поскольку новое видео скоро будет на канале, оно почти готово. Ну а пока я всех целую и обнимаю, до скорой встречи. Увидимся.